Приветствую вас, жители YouTube. У нас сегодня на обзоре очередной инструмент из Поднебесной, а именно болгарка от Heimerdinger LB183. Значит, фокус в чем? В том, что эту болгарку я получил что-то плюс-минус полгода назад и благополучно забыл о ее существовании. То есть каким-то образом случайно я эту коробочку подпихнул, так сказать, подсунул под кровать. И вчера, там, раскручивая один из инструментов, как всегда, у меня выпал болтик, и я полез его искать под кровать. Вытянул вот эту коробку. Ну, здесь, к сожалению, дата не указана, чтобы вам что-то тут доказать. Точно так же, как она не указана и на этой бумаженции. Коробочка, видите, от LB168. Здесь у нас есть наклеечка LB183. Датированная 5 мая 2025 года. Ну и здесь указано опять же 183 плюс 10. Плюс 10 это, видимо, дополнительные аксессуары. Значит, я думал, уже не актуальна эта болгарочка. Полез на Алиэкспресс. Да, есть в магазине эти болгарки, друзья, кому интересно, но уже в таких комплектациях не продается. Возможно, мне, как белорусу, не показывается, так как, возможно, нет доставки, а кому-то из России, Казахстана, какой-то другой страны этот комплект будет показываться. Поэтому я дам ссылку просто на болгарку. А кому будет показан такой большой комплект, отпишитесь, пожалуйста, в комментарии, чтобы люди тоже знали, кому понравится, где и чего искать, покупать. Ну что ж, вскрываем, смотрим. Я уже все целлофанчики эти поубирал, друзья, дабы нам не раскрываться и чтобы было быстрее. Значит, есть такая вот инструкция общая от 168, 183 и 184 болгарки. Видите, все полностью на русском языке. Все шикарно, отлично. А кто помнит, у меня на обзоре была LB184 болгарка вот с таким вот дисплеем, где был показан и ток, и напряжение там, по-моему, и, соответственно, обороты. Вот. Болгарка отличного качества, правда, там третья скорость максимально не совпадала с моим тахометром. Две первые совпали, третья не совпадала. Но это полбеды. Я ее вернул, забрал денежки. И забрал денежки именно из-за того, друзья, что, если вы помните, дисплей был установлен здесь, что из-за дисплея, ну, нельзя было повернуть редуктор на 90 градусов. Конечно же, можно работать и так. Там, допустим, включить, потом перевернуть, взять, да и резать. Но неудобный хват тут широкий. А вот так очень удобно ее брать. Поэтому я ее и вернул. Дальше. Вот смотрите, какая богатая комплектация шла. То есть плюс 10, я так понимаю, 10 наименований всего этого вот материала, инструмента. Есть такая вот площадочка. Значит, что у нас указано? 12 тысяч оборотов. Понятно. Есть такой вот полировальный один кружок. Такой средней жесткости, я бы сказал, наверное, оранжевый. Конечно же, есть кожух, конечно, есть простейшая самая рукоятка. А в целлофанчике оставил только этот диск по бетону, так как с диском есть, видите, переходное колечко. Довольно неплохой диск. Вот ради этого диска можно даже покупать эту болгарку. Значит, диск толщиной 2 мм на 125, ну и посадка 22,2. Вот отличный диск по бетону. Имеется 10 штук вот таких вот наждачных кружков, значит, градации P120, 10 штук их здесь. Потом, что у нас идет? Пильный диск по дереву, который я ни разу в жизни, наверное, на болгарку не поставлю. Очень стремаюсь такие вещи ставить на болгарку. Идет у нас два отрезных кружка 1,2 мм на 125. Вот такие вот Foster The King. Идет у нас вот такой вот зачистной наждачный абразивный кружок. No name, никаких этих самых опознавательных знаков здесь нет. Идет также такой вот зачистной кружок коричневого цвета, весь блестящий. Вот тоже no name. И этот кружок, друзья, я ставить на болгарку, наверное, никогда в жизни не буду, так как я просто-напросто боюсь и не знаю, на что он рассчитан. Первый раз вижу коричневый такой круг. С виду такой сильно зубастый, ну, непонятно. Ну и вот такая вот полировальная овчинка, я бы сказал. Ну, конечно же, это все искусственный мех. Ну и ключик. Ключ довольно жесткий. Отлично. По-моему, в Heimerdinger ни разу ключа я еще не согнул напополам. А теперь приступаем к
к обзору нашей болгарки, так как остальное мы уже с вами все посмотрели. Хеймердингер, что у нас касаемо сборки, смотрим, опять же шов виден, а вот здесь, друзья, уже есть вот такой вот на резине, все, что черное, это резина, такой небольшой облой. Руке абсолютно не чувствуется, хват удобный, хороший, ничего сказать против не могу. Ну, конечно, хотелось бы качество Хеймердингер, чтобы оно держало. Но вот здесь что-то мне не нравится, совсем цепляется. Но опять же, руке не мешает. Здесь то же самое такое, как бы острое соединение. Здесь на пластике все гладко, здесь тоже все гладко, ну и здесь тоже острое, тут даже сильно острое. Опять же, это резина, ничего не порежемся. Вот, имеется индикатор заряда батареи и, наверное, сколько? 4 скорости, что ли? Ну, мы с вами посмотрим, так как я уже абсолютно не помню. На данной стороне, опять же, Хеймердингер LB183, диаметр 125, до 9000 оборотов в минуту холостого хода заявлено. Это мы с вами проверим. Максимальное усилие 20-30 ньютон на метр. Нафиг здесь эта информация, непонятно. Ну и, конечно же, все сделано в Китае. Вот такая, друзья, болгарочка. Так, что у нас по редуктору? В принципе, прилегает все красиво, плотно. Металл к металлу. Вот в этом месте немножко цепляется, палец торчит. Ну, буду переворачивать, возможно, все это дело и исправится. А не исправится, то, в принципе, на работу как бы влиять это и не будет. Корпус алюминиевый крашеный. Ну и имеется кнопочка вот такая вот блокировки. Рукоятку можно вернуть с двух сторон. Что у нас по гаечке? Гаечка самая простая, как всегда и как обычно. Ответная планшайба уже не крутая, как с насечкой. Есть, видите, канавка под демпферную резинку, которую никогда в жизни ни один китаец сюда не положил. Кому интересно, для чего эта демпферная резинка и почему, друзья, я пользуюсь кругами именно вот так, а не так, есть на канале у меня отдельное видео. Поэтому ищите, смотрите, переходите. А мы с вами что сделаем? Мы с вами будем готовиться к проверке оборотов. 9000 у нас заявлено. Так, нам будет тест такой, наверное. Кружок поставим, вернее кожух поставим так. Поджимаем все это дело. Сегодня видео тоже, видимо, затянется. Поджали. Так, ответную планшайбу набрасываем. И будем использовать уже всем известный мой такой вот зачистной кружок, да, с нанесенной меткой, который не дает отражений света. В отличие от вот этого круга. Видите, он весь блестит на солнце. Ну, на солнце, на софтбоксе он будет давать отражение. Итак, устанавливаем. И зажимаем. Нажимаем кнопочку. Я всегда зажимаю диски рукой. Поджимаем. Отпускаем. Обратите внимание, почти в каждой болгарке, будь то оригинал, не оригинал, данная кнопочка, когда зажимаем диск, всегда остается, видите, утопленной. Поэтому перед работой, после зажатия диска, не забываем вот так вот дернуть. И поехали. Смотри-ка, она тихая, не такая трескучая, как все остальные. Самая трескучая болгарка, это, наверное, у меня болгарка от Мелиф была. А тут все шито-крыто. Ну что ж, давайте смотреть по оборотам. Нет, давайте сразу мы с вами сделаем контрольное взвешивание. Ну, взвесим со шлифовальным кругом. То есть самый тяжелый как бы кружок. Получаем 1611 грамм. Теперь будем использовать аккумулятор 4 ампер-часа от ТПЦ, так как от Хеймера она пришла просто тушкой без аккумулятора. Первым делом давайте проверим защиту от дурака. Врубаем болгарку и включаем аккумулятор. Опа! У нас идет мигание, которое нам говорит, что болгарка при смене аккумулятора осталась включенной. Выключаем и запускаем. Ух ты! Нифига себе рвет. Смотрим по скоростям. Так, вам, надеюсь, видно. Так, первая, вторая, третья, четвертая. 4 скорости. Ух ты! Давайте первую. Я уже даже эту болгарку боюсь. Ага.
Так, нет, давайте еще с аккумулятором сделаем контрольное взвешивание. Ага, а я его никак не взвешу. Взвешу. Она может стоять на аккумуляторе, друзья. И получаем 2284 грамма. И болгарочка наша, как мы видим, вот, может спокойно стоять на аккумуляторе. Кому-то это является большим-большим плюсом. Все, погнали. У нас обороты остальные не расписаны, поэтому просто делаем измерения на первой скорости. А заодно и посмотрим, есть ли у нас память. Мы все помним, мы переключили на первую скорость. Значит, сразу расскажу, что в моем случае я отдаю предпочтение, когда болгарка запускается на максимальной скорости. Кому-то будет, наверное, полезно, если здесь вдруг окажется память, что она запускается с скорости, на которой была остановлена. Ну, погнали. Память присутствует. Для меня минус, для вас, я думаю, большинства плюс. Ну что ж, погнали мерить обороты. Так, включаем тахометр. Включаем болгарку. — 2770 оборотов. Врубаем вторую скорость. — 3900 оборотов. Ну что ж, врубаем третью скорость. Ужас. Я думаю, можно говорить, 5300. Ну и максимальная четвертая скорость. Самая ужасная, должно быть 9000. А 9000 здесь, друзья, не пахнет. 6600 будем говорить. Давайте еще одно измерение. Должна запуститься на максимальной скорости. Ну и как ни крути, 6600 оборотов. Ну, здесь 616. Вот, поэтому 9000, конечно, они это залепили. Маловато будет. Не похоже на Хеймердингер такой обман, но что имеем, то имеем. Вы сами, как говорится, все, друзья, видели. Все, теперь разбираем и смотрим что-то, да как там у нас внутри. А вы способ знаете? Да какой тут способ? Дело не хитрое. Итак, раскрутил первым делом редуктор. Смазка синяя, и ее здесь, я бы сказал, достаточно, как по мне. Ну, конечно же, она всегда разбрасывается по стенкам, вот пока не нагреется. И только когда нагреется, в момент работы будет где-то примерно обтекать сюда и смазывать все остальное. Но шестерня и там смазана отлично. Значит, смотрим, что у нас здесь. А тут вообще проблема. Слышите? Вообще проблема ужасная. То есть некачественный подшипник. И его, друзья, надо будет как-то поменять. Подшипник стучит, люфта нету. Да, трындец. Вот тебе и Хеймердингер. Это конец. Это все. Ну, как видите, показываю все по чесноку. Открутил я вот этот корпус. Как видно. Очень легкая вещица. Ну вот, давайте смотреть, что у нас там, втулка либо подшипник. Друзья, установлена внутри втулка, не подшипник игольчатый. Просто втулочка. Фиксатор, ход фиксатора следующий.
Да, да. Хеймердингер что-то немножечко подвел. Ну что ж, теперь разбираю всю вот остальную часть. Это, видимо, можно вытянуть, как всегда и как обычно. Друзья, даже измерять не буду. 26 мм диаметр данного ротора. 18, по-моему, подшипник. Люфт. Да я бы сказал, наверное, его здесь и нету. Хотя есть немножечко. Не знаю, вам видно, не видно. Немножечко люфтит. Но опять же, здесь опора плюс здесь опора. Когда он у нас установлен в опору подшипник, то люфта, конечно же, не будет. Имеется вот такой вот спил для балансировки. С одной стороны, со второй. Здесь и здесь чуть-чуть. Ну что ж, разбираю далее. А может быть, померяем там проводок какой-то, и я померяю и, соответственно, ротор. Ну, на глаз 26 мм. Так, народ, все раскрутил. Значит, смотрите, ни в одной болгарке до этого скоб не стояло. То есть, смотрите, вот одна скоба держит. И вот здесь держит вторая скоба. Их просто стягиваем. Почему-то сильно легко стягиваются. Так, ну все раскручено, разбираем. Хоп, вуаля. Пластик все такой же, классный, качественный, прочный, толстый, я бы сказал, надежный. Вентиляционные отверстия, видите, есть здесь, но никакой сеточки у нас нету. Ну и вот довольно так интересное расположение уже контроллера под уголком и токосъемная площадка. Давайте по порядочку смотреть, что у нас по площадке. Провода силиконовые, как ни странно. Обычно эти провода не силиконовые. Силиконовые идут у нас к двигателю. А здесь и на площадочку они сделали силиконовые провода. Ну, паечка такая себе на хорошо, я скажу. Вот. Друзья, кстати, у кого такая болгарка есть, пока не забыл. И есть вот такая проблема со стуком в этом подшипнике. Вы, пожалуйста, отпишитесь, чтобы мы знали, я и, соответственно, люди смотрящие, проблема именно в моем экземпляре, либо проблема массовая. Ну, а мы смотрим дальше. В принципе, смотреть-то тут больше как бы нечего. Токосъемник, контроллер маркирован следующим образом. В принципе, тут маркировки-то особо нету. Март 25 года. Вот, конденсатор. Не вижу насколько, к сожалению, белыми этими цифрами обозначен. Маркировочка есть какая-то еще здесь. Но хоть убей, я ее, друзья, глазом очень трудно вижу. Может быть, вы как-то увидите, когда я бликану. Вот. Ну и все, кнопка просто включения, соответственно, с тягой. И как бы все. Так. Моторчик у нас, опять же, шестиобмоточный, 48, 50 или 52. Возьму штангель. Ну и поскольку у меня в планах замерить провод, диаметр провода, тогда мы уже померяем как бы и все. Так, что у нас по ноли? Видите, 50-очка. Провод 1 мм, надеюсь, видно. Так, ну если брать по пластику движок... Вот так вот. Надеюсь, вам тоже видно. Или вам поднести ближе. То у нас 27, 90, ну 28 миллиметров. Так, и давайте все-таки я перемеряю ротор. Ну, 26 миллиметров, как я и говорил. Что у нас по подшипнику? 18, по-моему. 19 миллиметров. 18,95. Ну и все. Здесь больше как бы я уже ничего не померю. Крыльчатку я уже эту мерить не буду. Действительно, нету никакого в этом логического смысла. Согласен. В принципе, все, наверное, показал, рассказал. Теперь собираю все в кучу. Хоть подшипник у нас и плохой, но мы ее немножко придавим. То есть, чтобы проверить вот в том виде, в котором она, так сказать, пришла. Так, ну что, приступаем к тестированию. Значит, отключаем аккумулятор отсюда.
Подключаем аккумулятор вот сюда. Есть контакт. Переходничок в болгарку. Есть контакт. Значит, все так же, все по тому же плану, да. Один телефон снимает у нас, соответственно, ваттметр. Надеюсь, что-то будет видно. Вот. Ну и второй телефон снимает меня. Значит, сейчас все как обычно говорится, как по стандарту. Делаем, друзья, самый обычный рез, без давления, без ничего. Вот как мы с вами работаем просто в гараже. Ну что ж, поехали. Готово. Друзья, за током не наблюдал. Это уже смотрите сами. Было у меня, как говорится, внимание на зону резания. Закрепил уже тому товарищу, который писал, что у меня ничего нет, уже с трубцинками такими, с накладочками. Струбцин, слава богу, хватает, и поломанных тоже. Вот. Значит, что сейчас? Это мы с вами посмотрели. Сейчас посмотрим, на каком же токе будет отсечка нашей болгарки. То есть будут давить до остановки. Поехали. Все работы произвожу на четвертой даже скорости, которая у нас сколько там, 6900, да? Погнали. Опа. Надеюсь, заметили. Еще разок. Волочет она, друзья, честно вам скажу, дай боже. Просто шикарно и отлично. Это посмотрели. Переходим к зачистным работам. Ну что ж, все готово. Давайте, наверное, отключим аккумулятор, чтобы сбросить нам прежние показания. Есть такое дело. И врубаем обратно. Показания у нас обнулены. Так, тестировать будем сразу, друзья, на 4 скорости. Диск у меня уже другой, тот засыпало снегом на улице, я его не нашел. Ну что ж, и поехали. Сразу показываю просто рабочий режим, без давления, без ничего. Просто замечательно работает, без всякого якова и отлично. Ну а сейчас работа под давлением до остановки. О, видите как? Задушить невозможно. И еще разок. Опа. Шикарно, шикарно, неудушаемо. Отлично. Ну что ж, у нас горит ошибка. То есть контроллер отсек, соответственно, болгарку. Друзья, опять же, неудобно смотреть за током. Я надеюсь, вам будет все прекрасно видно. Но волокет, дай боже. Так, значит, что? Включаем и будем, давайте, сверху вниз.
Значит, это была 4-я, сейчас 3-я скорость. Обыкновенный рабочий режим. Посмотрели. Отлично. Тоже волочет хорошо. Ну, а теперь до остановки. Хоп. Есть контакт. Итак. Вторая скорость. Вторая скорость. Обыкновенный рабочий режим. Посмотрели. Душим. Блин, неудушаемая болгарка. Странно. Очень странно. Посмотрели. Ну и что ж, первая скорость у нас остается, друзья. Первая скорость. Рабочий режим. Ну, даже можно и полировать на такой скорости. Потихонечку, не прижимая. Отлично. И вот шум подшипника, слышали? Так, и душим первую скорость. Оп. Видели, как она еще пыталась, почти стала, но пыталась вырваться. То есть работает замечательно и шикарно. Короче, народ, сами все видели, токи видели, по работе видели. Болгарка, в принципе, тянет отлично. По заявленным оборотам, как вы понимаете, она занижена. Вот. И от себя, вот я все время как бы стараюсь, если инструмент хороший, рекомендовать его, да. Но в данном случае, наверное, я его все-таки вам рекомендовать не буду к покупке. Почему? Потому что меня напряг, причем очень сильно напряг, вот этот вот в новой болгарке квадратный подшипник. Ну, образно говоря, вы понимаете, который снова шумит. Значит, отписывайтесь в комментариях, у кого есть такая болгарка, вот, как работает, как вы ей работаете, потому что люди, может быть, захотят приобрести, вот, я тут их испугаю, да. Самому интересно, опять же, целая партия такого брака, либо там мне попался такой экземпляр. Все, друзья, на обзоре была болгарочка Heimerdinger LB180, какая там, я уже забыл, 183, да? Вот такая болгарка, опять же, может стоять на аккумуляторе. Кому интересно, ссылка в описании, но, опять же, от себя я не рекомендую. Хотя она, как дурная, валит и наваливает. Пока. Желаю, чтобы все.